Приветствую зрителей моего канала, меня зовут Александр. Сегодня в ремонт мне попали настольные часы First FA2418-1 или AV923, которые наделены функциями двух будильников, календаря, измерителя температуры в помещении и радиоприемника AM/FM диапазонов. Часы собраны по схеме, аналогичной многим иным бюджетным брендам. Подобные будильники предлагаются и под брендом Vitek, но в другом корпусе. Для питания часов используется сетевое напряжение 220 вольт. Ну а для запоминания настроек часов календаря будильников служит батарейка CR2032, которая установлена в специальном отсеке на дне устройства. При подаче сетевого напряжения имеется мерцание зеленой подсветки и некоторых сегментов люминесцентного индикатора. Если удерживать кнопку питания, то кратковременно подключается радиоприемник. Признаки свидетельствуют о низком уровне напряжения питания. Ну а сейчас вскрою и попробую оценить по внешним, конечно, признакам неисправные элементы. Для разборки часов нужно выкрутить 4 шурупа в углах корпуса. Здесь используется трансформаторный блок питания. С выхода трансформатора на плату питания коммутации и тюнера подается переменное напряжение 9 вольт. Это напряжение имеется в наличии. Со стороны люминесцентного индикатора установлены бутербродом еще 3 монтажные платы. Это плата индикации, плата с контроллером управления и плата с кнопками управления. Замена электролитического полярного конденсатора емкостью 470 микрофарад на 16 вольт в цепи фильтра входного питания 9 вольт удалось восстановить работоспособность устройства, однако выявил неисправность аналогового приемника. Не удается настроиться ни на одну из станций обоих диапазонов, причем радиопомехи в динамике слышны. Настройка осуществляется, судя по изменению частоты, отображаемой на индикаторе. Уровень громкости также регулируется. Отмечу, что тюнер собран на микросхеме LS1691BM и имеет в обвесе большое количество электролитических конденсаторов. У хозяина часов выяснил, что он их приобрел лет 9 тому назад и где-то через лет 5 перестал работать первый именно радиоприемник. Ну, я решил заменить все электролитические конденсаторы на этой плате. Здесь установлены 6 конденсаторов емкостью 4,7 микрофарада на 50 вольт. Это элементы C3, C4, C5, C9, C11, C12. 4 конденсатора емкостью 100 микрофарад на 10 вольт. Это элементы C6, C7, C8, C10. 2 конденсатора емкостью 470 микрофарад на 10 и 16 вольт. Один из них я уже заменил. Это элементы C1 и C2. Далее C3 емкостью 10 микрофарад на 25 вольт и C14 емкостью 220 микрофарад на 10 вольт. Прием тюнером радиостанции также восстановился, поэтому напрашивается только один вывод. Если устройство достаточно старое, замените в нем все электролитические конденсаторы, и возможно оно еще вам послужит. Конкретно какая емкость здесь была неисправна, я не выявил, потому что нет соответствующего прибора. Итак, при подаче сетевого напряжения загорается зеленая подсветка импровизированной такой опоры, а на люминесцентном индикаторе отображается текущее время. Крайней правой в ряду кнопкой Power включаю радиоприемник. Настройка на радиостанцию осуществляется регулировкой диска с надписью Tune на правой грани устройства внизу. Поскольку FM-диапазон очень узкий, а радиостанций в нем много, а колесо предполагает только грубую настройку, то сложно поймать станцию. Причем в сложных условиях приема, настроив на одну станцию, тюнер может переключиться на другую станцию, которая вещает на частоте, отличающейся буквально на несколько кГц, но с более сильным уровнем сигнала.
Верхний регулятор позволяет выбрать желаемый уровень громкости. При настройке на радиостанцию на люминесцентном индикаторе отображается частота в мегагерцах для FM диапазона и в килогерцах для AM диапазона. Выбор этих двух диапазонов осуществляется попеременно, крайней левой в ряду кнопкой Band. При кратковременном нажатии на кнопку мод попеременно на индикаторе отображается частота радиостанции и текущее время. Сверху часов имеется гнездо 3,5 мм для подключения внешнего источника звука. В режиме тюнера отключается звук с тюнера, и на встроенный небольшой динамик внутри корпуса часов подается сигнал, например, со смартфона. При этом при нажатии на кнопку мод на индикаторе отображается 3 прочерка. В этом же режиме при многократном нажатии на центральную кнопку Snooze Sleep можно включить или настроить таймер сна, который выключит радиоприемник через 90, 60, 30 и 15 минут. При этом на индикаторе в правом верхнем углу от текущего времени появляется соответствующая надпись Sleep. На верхней грани слева размещен движковый переключатель Dimmer с 3 положениями для изменения яркости дисплея: низкое, высокое и автоматическое. В положении автоматическое и при выключенном режиме тюнера дисплей гаснет через 15 секунд. Для его пробуждения и переключения показаний дисплея с текущего времени на температуру в помещении достаточно провести рукой над часами в центральной части. Здесь размещен ИК-сенсор. При включенном радио этот сенсор переключает также еще показания индикатора с текущего времени на температуру, а затем на частоту вещания радиостанции. Для настройки времени и календаря нужно нажать и удерживать кнопку мод и перейти к настройке с начала года с помощью кнопками со стрелками, затем снова нажимаю кратковременно на кнопку мод и настраиваю месяц, потом дату, выбираю 12 или 24-часовой формат времени, далее настройка часов, минут. Если в начальный момент кратковременно нажать кнопку мод, то отображается частота настройки тюнера. При однократном нажатии кнопки Temp показания текущего времени переключаются на показания температуры. При удержании этой кнопки значения с Цельсия переключаются на отображение температуры в Фаренгейт. Для настройки двух будильников используется кнопка All Set. Причем можно выбрать в качестве сигнала будильника зуммер или радиоприемник. Соответствующие кнопки AL1 и AL2 включают и выключают уже настроенные будильники и позволяют выбрать мелодию звонка. Ночную зеленую подсветку опоры часов можно отключить с помощью микрокнопки Light On Off, размещенной на задней стенке сверху. Здесь же под перфорированной крышкой расположен небольшой динамик, и в отверстии скрыта потайная кнопка сброса настроек часов до заводских. Ну а сам корпус изготовлен из пластика в черно-серебристой цветовой гамме. В середине по периметру имеется вставка из прозрачного пластика, лицевая сторона глянцевая, и на ней отображается только имя бренда First. Ну вот такой получился скорый ремонт и краткий обзор этих настольных многофункциональных часов. Ссылку на сайт с описанием часов размещу под видео. И еще такое последнее от меня замечание. Если у вас не горят какие-то сегменты люминесцентного индикатора или вот эта вот подсветка, проверьте самый широкий шлейф, который соединяет плату питания и плату, на которой установлен контроллер управления. Но до встречи на канале, в новых роликах. Пока, увидимся.